Привет! В этом видео расскажу, как легко сделать процедурные наклоны, используя Ctrl-Rig. Для этого будем использовать стандартный Unreal проект от третьего лица и зайдем в Ctrl-Rig. Здесь уже есть настроенная икашка. Мы ее не потревожим, сделаем тут пин и вот тут внизу разместимся. Для начала нам нужно взять дельту поворота из мира. Будем использовать вот такую ноду delta from previous и сделаем ее квантрионом, и поступать будут значения из мира. Тут world. Берем значение из мира, то есть Ctrl-риговский мир, есть мир, который находится, собственно, в игре. Как тут работает иерархия? Ctrl-Rig подключен в анимационный blueprint, анимационный blueprint подключен в character blueprint. И когда мы стартуем, вот эти повороты мы и будем считывать. В этот момент вращается капсула. Вот мы будем считать именно эту дельту. Вернемся в Ctrl-Rig и давайте ее продебажим. Сделаем print. Квантрионы неудобно принтить, поэтому сделаем тут развилку в виде рулера и возьмем Z. Вот они здесь уже отобразились, цифры. Вот мы и получили нашу дельту. У нее маленькое значение. Мы ее сейчас отскалируем. И давайте посмотрим, как это работает. Подключим ее сразу же. Для этого, чтобы сделать повороты, наклоны в стороны, мы будем использовать только рутовую косточку, ее как-то модифицировать. Вытащу ее сюда. Вот у нее есть значение. Значит, надо заполнить все значения, которые мы трогать не будем, поэтому возьмем ее же, заполним трансформы и скейлы. Пока что мы их трогать не будем. Так, и да, отсюда тоже нужно вытащить ее удар. В общем-то, вот так мы его и подставим. Да, и значение нужно сразу же отскалировать. Сделаем scale. Нам нужно противоположную сторону. Вот, собственно, отскалируем на 3. Ну, посмотрим, как это работает. Я, кажется, не подключал. Не подключил. Мы же, да. И вот теперь будет результат. Вот у нас получились небольшие наклоны. Они очень резкие. Сейчас мы будем это сглаживать, но уже что-то есть. Реакция пошла. Теперь давайте сделаем Spring. Интерполяцию. Поставим сразу 2, чтобы он более мягче это делал. И посмотрим. Вот уже у нас есть нормальные мягкие наклоны. Уже вроде бы неплохо так работает. Вернемся и перейдем к следующему этапу. Так, сейчас покажу. Включу капсулу. Наклоны неплохие, но мы вращаемся относительно рута и, собственно, персонажа смещаем прямо на самый край капсулы. Ну и еще и персонаж при этом вылазит слегка. Нужно держать его внутри капсулы желательно. Да и смотрится это не очень красиво, когда персонаж вращается относительно просто одного центра. В общем, давайте это попробуем исправить. Значит, мы меняли ротейты рутовой косточки, теперь будем менять транслейты.
сделаем такое смещение персонажа в бок. Вот такую ноду. Да, добавим такую ноду и возьмем нашу дельту. Прям ее напрямик подключим в X. Надо поменять в противоположную сторону. Мы будем поворачивать его в одну сторону, а смещать рутовую косточку в другую. Что из этого получится? Вот сейчас персонаж остается на месте, его центр вращения переместился куда-то в сторону таза, спины. Мы получаем эффект, хороший, уже красивый эффект наклонов, уже неплохо так работает, можно было даже на этом уже остановиться. Но есть еще некоторые проблемы, которые мы тоже сейчас решим. Персонаж начинает дрифтить. В целом не такая уж и большая проблема, но давайте попробуем это исправить. Нам нужно, чтобы нижняя часть тела запаздывала при повороте камеры. Для этого берем Z и умножаем на значение 3. Пробуем такое. Попробуем. Смотрим, что из этого вышло. Вот персонаж. Вот сейчас мы видим, как таз как бы следует за нашим поворотом. Он как будто рисует круг всем телом. В принципе, то, что надо. Далее нужно перейти к верхней части тела и докрутить ее. Переходим в Ctrl-Rig. Будем использовать функцию Rotate Chain Bond. Я показывал, как сделать эту функцию в моем ролике про EM-офсеты. Можете глянуть там. Опять же берем наше Z-вращение и отдаем в Z. Здесь, наверное, надо минус. Подключаем сюда, сделаем стартовую косточку. Стартовая косточка спины. Не смотрите, что я зашел в мэне. Это, по сути, один и тот же скелет, только с другими пропорциями. Да, берем спину и заканчиваем головой. Голова. Копируем, вставляем. Давайте посмотрим. Да, получилось то, что мы и хотели. Мы разделили верхнюю и нижнюю часть тела. У нас теперь таз как бы рисует круг нашего поворота. Тело наклоняется, и верхняя часть тела доворачивается в сторону поворота. Получается классный эффект. Мы практически избавились от дрифта. Он все равно есть слегка, но уже не так заметно, и отлично работает тело. Мы не сломали анимацию, довернули слегка тело, наклонили его, и вот так вот и получился такой классный поворот. Это все супер, но есть одна маленькая проблемка. Мы ничего не ограничиваем, мы по сути просто берем дельту поворота и все, капсулу. И если мы не будем даже трогать мышку, а просто будем персонажа вращать и останавливаться, то он будет пытаться довернуться и вернуться на место, довернуться, вернуться на место. Смотрится всратенько, поэтому можно и это исправить. Есть один метод, он не очень хороший, но давайте я его и разберу. Для этого нам нужно зайти в наш Character Blueprint, перейдем в Enhanced Action. Нам нужно забрать, собственно, наш яв control мышки. Вот так мы его получаем из вот этой ноды. Нужно сделать просто отдельную переменную. Давайте ее сделаем. Пишем яв input.
Так, ее тут сохраним. Все, переменная есть. Далее переходим в наш ABP. И так как тут мы кастим к character, character это parent класс нашего character blueprint, поэтому мы из него не можем вытащить нашу переменную, ее нет. Поэтому нужно сделать еще один каст на персонажа от третьего лица. Third person character cast. Просто, собственно, сделаем еще одну переменную персонажа. Сохраним. Далее нужно сделать переменную в Ctrl-риге, такую же, в которую мы будем передавать значение. Ставим ее публичной. Затем она появится здесь в Ctrl-риге, вот такой пин. Мы его достаем. И теперь мы можем сюда что-то подключить. Сюда можно подключать любую логику, но этот метод разберем. Он не идеальный, я его до конца не проверил, но в целом свою функцию выполняет. Вот мы его подключили. Возможно, он будет в аутпутах, да, ругаться на то, что он пытается ее прочесть, но не может. Можно там добавить всякие валидации, но это уже про другую речь. Нас это не интересует. Зайдем сюда, будем ограничивать его scale. Можно сыграть на вот здесь. Значит, достаем нашу переменную, делаем ее абсолютную. Нам не нужны минусовые значения, нужны только плюсовые. Делаем remap. Значения инпута будут прилетать там от 0 до 2, по-моему, даже может подниматься. Нам, по сути, важно только до 1. Ремапать будем на -3, на вот это значение. Здесь делаем еще один спринг интерполяции, чтобы было еще изглаженные эти значения, чтобы он у нас не прыгал. И подключаем в scale. Это, собственно, все. Давайте посмотрим, что получилось. У нас остались наши вращения. Все вроде бы так же, ничего не поменялось. Но исчезли повороты, когда мы не трогаем камеру. Мы просто на месте как бы держим ее и вращаем только... Ну вот можно, кстати, посмотреть на принты. Они немножко прилетают, но значения такие минимальные, что мы их не видим. И поэтому неплохо так смотрится. То есть вроде бы неплохо починили. На самом деле это все, что я хотел рассказать про лины. Есть еще проблема, что в прыжках он тоже ротейтится. Мы на постоянку следим за дельтой. Это тоже можно починить. В Ctrl-риге уже выведен фоллинг с переменной should-do ikTrace. Можем ее использовать, чтобы не плодить еще новых переменных. Сделаем. Сейчас покажу, как мы ее будем использовать. Сделаем тут бранч. Ну, принты нам уже не нужны. Можно сделать так. Делаем бранч на эту переменную. Соединим ее обратно. Затем нужно сделать переменную, чтобы ее можно было обнулять. И если у нас мы прыгаем, мы ее обнуляем. Так. Нужно вот так сделать. Так, и посмотрим, что получилось. Да, в целом все работает. Мы во время, правда, если приземление начать двигать мышкой,
Он может немножко выстрелить. Но в целом свою функцию выполняет. Во время прыжка мы не вращаем, не наклоняем тело. Если у кого-то есть идеи, как это исправить получше, пишите в комментах. Если у кого-то есть еще вопросы, тоже пишите. Я на них на всех отвечаю. Буду рад новым комментариям. Спасибо за просмотр.